Все-таки природа — это удивительная штука. Всем привет! Привет! Мы едем на Алтай! У-ху! Вообще мы очень любим Алтай и довольно часто там бываем. А еще мы часто слышим такое высказывание: что там на этом Алтае делать зимой, там делать нечего. Мы в корне с этим не согласны и готовы это вам доказать. И также показать Алтай так, как мы его видим сами. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Ну а мы едем. Не знаю почему, но именно это название ассоциируется у нас с Алтаем. Наверное, потому что именно здесь мы чувствуем свободу. Если сейчас все удачно сложится, то мы на Черемшанский водопад заедем. Почему говорю удачно? Потому что, как бы маленько снегом завалило и может быть дорожки не быть. Приехали на Черемшанский водопад. Сейчас немножко от дороги надо пройти. Ну, тут совсем чуть-чуть. И дорога, в принципе, ровная, не без подъемов. Придем, посмотрим. Летом мы его видели, зимой еще не видели. Интересно, замерз он или нет? На пути к Черемшанскому водопаду есть небольшой родничок. Вода здесь питьевая, каждый желающий может взять и набрать себе водички. Вода очень вкусная. Мы пришли на Черемшанский водопад. Ну, пока что что-то тут не очень как-то выглядит. Сейчас туда залезем, посмотрим, что там. Я думаю, что этот водопад стоит того, чтобы его посетить. Ну, лучше всего, конечно, в начале. Просто, если вы поедете уже на обратном пути, он будет не такой впечатляющий, и вам не понравится. Мы на Семинском перевале, в самой верхней его точке находится куча таких прилавочков, и здесь постоянно продают какие-то сувениры, мед, все что угодно. И в первый раз я вижу их такие пустые. Ну, понятно, что сейчас пока не сезон, декабрь, конец декабря. Но я думаю, что ближе к Новому году они все заполнятся, что много народу на Алтай поедет. Мы находимся на Семинском перевале. Его высота 1717 метров. Где-то там расположена гора Сарлык. Это наивысшая точка Семинского хребта, 2502 метра. Летом можно туда совершить поход, на вершину горы. За этой горой есть тоже пешие маршруты до Туюкских озер.
Сейчас мы находимся на перевале Чикитаван. Высота его 1295 метров. Пожалуй, это самый впечатляющий перевал на Чуйском тракте, так как открываются сумасшедшие виды здесь. Если пройти вглубь ярмарки, там будет еще одна смотровая площадка. Там можно летом будет посмотреть на старую дорогу. Очень, конечно, быстро начинает темнеть в горах. Мы сейчас едем в село Акташ, в гостиницу. Честно говоря, очень много хочется снять, постоянно останавливаться, снимать. Ну, блин, это насколько сюда надо приехать, чтобы все запечатлеть, что хочешь. Мне кажется, наверное, месяца мало будет. Все, заселились мы в гостиницу. Вот такая вот небольшая комната нам досталась. Полулюкс вроде бы. Есть санузел. Ну, собственно, и все. Больше ничего здесь и нет. Вид из окна здесь. Ничего не видно, завтра посмотрим. Утро отель, сделали завтрак. Сейчас будем открывать, смотреть. Омлет с ветчиной. Сейчас водичка скипит, покажу, как мы делаем кофе. Вот такие сеточки мы используем, в них еще чай заваривают. В него засыпаем кофе, заливаем горячую воду. И все, некоторое время ждем, он заваривается и получается вкуснейший кофе. Я вчера обещал показать вид из окна, когда посветлее. Сейчас посмотрим, сам еще не видел. Вот такой вид. И что я могу сказать? Что-то шляпа какая-то? Че за ферма впереди, я не понял. Короче, надо менять дислокацию. Мы готовы ехать на Гейзерово озеро. Спасибо, как говорится, этому дому. Поедем к следующему дому. Подъехали мы к базе Маленький рай. Отсюда начинается пеший маршрут до Гейзерового озера. Ну, тут идти недалеко, метров 300-400. Чтобы знали, проход платный, 100 рублей с человека. К сожалению, фотографироваться на Гейзеровом озере нельзя, потому что я стал природоохранным памятником, и с атрибутикой ты не пройдешь, просто так пофоткаться можно. Это большое спасибо тому мужичку на каяке, который поплавал на этом озере. После него все зашевелились и сделали это озеро природоохранным. Вот оно, я уже слышу это озеро. Оно классное такое. Это озеро не замерзает даже зимой, так как здесь бьют ключи, перемешивают глину. За счет этого получается интересный рисунок. Почему его прозвали Гейзеровым, мы не знаем, но мы слышали такую версию, что сюда приезжал американец, и он сравнил его с гейзером Йеллоустоун.
локация — это водопад Храбово. Конечно, сейчас замерзший, но вид у него, ну, я думаю, вы сейчас все сами увидите и оцените. Ну вот он, водопад, его прямо с дороги даже видно. Идем на водопад Храбово, вроде бы возле дороги. Но, как выяснилось, нужно кое-какие трудности вынести, чтобы до него дойти. Ты что, присесть решила? Упала. Ты упала? Не надо падать. На, аккуратнее идти. Этого мы, конечно, не ожидали, что там будет такой крутой подъем. Еще свежий снежок выпал. Но и подниматься было тяжело. Ну, вы и сами видели, да, там, что уже чуть ли не назад катиться начали. И пошли бы мы сейчас к машине грустные, не посмотрев на этот водопад вблизи. Ну, хорошо, что у нас есть дрончик, который помог нам посмотреть этот водопад. Ну и вам его показать. Летом там тоненькая струйка, и чтобы его увидеть, надо просто к этому водопаду подойти. А легкий попутный перекус. Просто невозможно было не остановиться, чтобы показать вам этот вид. Он просто невероятный. За туманом находится Северо-Чуйский хребет, и его не видно, он спрятался за туманом. Ровная площадь. Это и есть Курайская степь. Первый раз видел Сарлыка. Эти ребятки себя чувствуют здесь как хозяева дорог. Да вообще как хозяева всего Алтая. Сюда нужно ехать не за тем, чтобы что-то делать. Сюда нужно ехать, чтобы просто насладиться этой красотой. Вот вроде ветер, эти вот облака, все это затянуто. Ну классно же. Чуйский тракт — это такое место, где прямо вот в 2 шагах от дороги можно увидеть что-нибудь интересное. Главное смотреть по сторонам, и обязательно что-нибудь найдется. Вот, пожалуйста, пример. Природа — это удивительная штука. Просто из ничего делать такие красивые вещи. Вот просто как это вот такая ледяная стена получилась? Вот объясните мне, я не понимаю. До поселка Макташ есть небольшой родник. Если будете мимо проезжать, обязательно остановитесь и наберите воду. Очень вкусная вода. Вот, набрали водички. Теперь с водичкой будем. Здесь самая вкусная вода, которую мы пробовали. Заселились в новую гостиницу. Предыдущая гостиница нам что-то не зашла.
Вот, посмотрим, что здесь есть. Здесь есть шкафчик. Здесь есть большая двухспальная кровать, холодильник, телевизор, санузел. Вид из окна здесь, конечно же, намного лучше. После тяжелого дня захотелось попариться, покупаться. Сейчас покажем, куда мы пришли. А пришли мы в баньку Расула. Здесь имеется у нас бассейн, здесь имеется хамам. Неплохое такое место. Поплавать можно, погреться можно. Кстати, здесь две сауны. Одна финская, другая хамам. Накатались, накупались, теперь пойдем греться в баньке. Эх, как же хорошо после жаркой баньки чайку попить алтайского. С легким паром нам. Спасибо, скажи. Спасибо. Проснулись, сейчас пойдем на завтрак, потом поедем дальше по достопримечательностям вдоль дороги Чуйского тракта. В общем-то, все вкусно было, мне понравилось. Были в этой кафешке 3 года назад, но как бы все оставляло желать лучшего. И видно прогресс на лицо, и обслуживание лучше, и вкуснее все стало. Ну, приятно, когда видишь вот такие вот изменения. Следующее интересное место для посещения — это водопад Шерлак. Мы там бывали только летом, зимой не были, поэтому для нас тоже это будет сюрприз. Мне кажется, там должно быть очень красиво. Подъехали к водопаду Шерлак. До него тоже маленько придется потопать. Дорога снежочком занесена. Ну и сегодня еще и мороз минус 20 ударил. Прям так ощутимо чувствуется. До этого все равно теплее было. Собственно, вон туда вот нам надо подняться. В этот раз у нас прокола точно не будет, мы должны дойти. Класс, вообще просто обалдеть, посмотрите на это. У этого водопада, как и у всех водопадов Алтая, есть легенда. Я ее не знаю. Самое интересное, что если замолчать, то можно услышать, как там журчит вода подо льдом. То есть водопад, он работает до сих пор, полностью не замерз. Здесь появился экспресс-спуск. Раньше его не было летом, а сейчас появился. То есть смотрите, поднимаешься туда к водопаду, садишься на задницу и, пожалуйста, вперед так. Уи! Не знаю, что легче, подниматься или спускаться. Я так и не нашел ответа на этот вопрос. И так тяжело, и так тяжело. Но по-разному. Вроде поход до этого водопада небольшой, но маленько так промерзли. Надо чайник ставить. Поэтому, если будете зимой
на Алтае и ходить по тем же локациям, что и мы, обязательно с собой нужно иметь термос с горячей водой. Либо, как у нас, возможность кипятить чайник в машине. Все, чайник поставили, поехали дальше. Следующая локация мы не знаем какая. Там по дороге будем останавливаться, смотреть, какие интересные места есть. А они есть. Просто ехали по дороге и прямо в 2 шагах, даже идти далеко не надо, очередная достопримечательность. Но нюанс тут тоже есть небольшой. Надо немножко пойти по снегу. Ну, вроде тропинка есть, но из-за того, что снежок упал недавно, приходится протапывать новую дорожку. Камень, который представляет из себя вертикальную каменную стелу. На нем можно различить лицо воина с кинжалом, лук в футляре, фигуру коня и надпись с старомонгольским алфавитом. Недалеко от толенного камня имеются петроглифы. Я даже не знаю, сколько им лет. Ну и самое, что может быть негативное, это современные петроглифы тоже есть. Так что торопитесь, приезжайте, смотрите, иначе после современных петроглифов я не знаю, что останется. Подскажите, где еще можно встретить такие артефакты прошлого, кроме как не на Чуйском тракте? Причем совершенно бесплатно. Ты останавливаешься, 2 шага делаешь вправо-влево, и у тебя, пожалуйста, достопримечательность. Хоть природная, хоть историческая, хоть ландшафтная. Ну, посмотреть есть на что. Разрешите представить вашему вниманию слияние рек Катуни и Чуи. Прикольно, да? Ну, по моему мнению, летом вот это слияние выглядит наиболее эффектно. То есть Чуя, она сама по себе такая мутненькая, как будто бы грязненькая кажется, а Катунь бирюзовая. И дальше она смешивается, и прикольные узоры такие получаются. Поехали к следующему месту. Мы сейчас находимся на впадении одной реки в другую, Большого Еламана, Катунь. Это такая огромная мощь воды, просто я даже не представляю, сколько литров в час здесь проносится мимо. Ну просто невероятная река. Катунь всегда в разных местах она разная. Где-то бурная, где-то спокойная, но она везде красивая. Сегодня у нас горяченькая гречневая кашка с таким прекрасным видом. Не знаю, по-моему, мы самые счастливые люди в мире.
река Большой Еламан застыла. А летом здесь место для палаточного отдыха. Здесь вон видно костровище. Вот костровище. Люди приезжают, здесь отдыхают. Не особо впечатлило, когда в Большой Еламан привязали и кинули арбуз. И использовали вместо холодильника. Вот такие дела. Ну все, пора дальше двигаться. Ну что-то сегодня прям очень холодно. Просто едешь по дороге и постоянно крутишь головой, постоянно останавливаешься, офигеваешь от этой красоты, которая творится вокруг. Вот очередная остановка, и тут просто безумный вид, он просто сногсшибательный, башню срывает напрочь. Вы сами посмотрите и убедитесь. Вживую, естественно, это все намного лучше смотрится. Катунские террасы. Поехали дальше, потому что нам надо ехать дальше. Сейчас попробуем заехать в Зубрятник. Не знаю, что там дорога, посмотрим, сейчас видим. Сейчас мы с вами пойдем в зубровый питомник, нам проведут там экскурсию, ну, наверное, расскажут интересное о жизни зубров. Это очень интересное место, особенно для посещения зимой. Именно зимой зубров можно покормить, так как они зимой более спокойные. Летом их, конечно, не дают кормить. Ну и летом особей намного меньше, так как в основном они все гуляют в горах. Your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. Вообще так классно их покормить, погладить, за носик потрогать. Интересные животные. Здесь же еще кролики есть. Они красивые. Такие ужасы смешные. Особенно он те пушистые, вообще просто. Никогда таких не видела. Такие ушки смешные, мохнатые. Кстати говоря, экскурсия это была очень интересная, очень много интересных фактов рассказали про зубров. Так что обязательно приезжайте. Планируем посетить зубы дракона. Идем на фотосессию, Вера будет фотографироваться прямо на мосту. Смотрите, какая красивая. Платьишко, пальтишко. Вот вроде бы идешь, кажется, жесткая конструкция, да, моста, вроде бы должен быть уверен. А все равно машины здесь проезжают и как-то страшно. Зачем мост шатается, особо перчинки добавляет, то что я вот тут вот на краю моста стою.
Вот такие дела. Что я знаю про зубы дракона? Да ничего я про них не знаю. Знаю только, что здесь красиво и что к ним надо обязательно заехать, если будешь ехать по Чумальскому тракту. Устроили здесь небольшую фотосессию, пофотографировали. Ну, я думаю, фотографии хорошо получились. Сейчас пойти надо в машину погреться. И я думаю, надо полетать над этими местами красиво. Место великолепное, хотелось бы еще здесь остаться, но нам надо ехать, ведь впереди еще столько много интересного, и это все надо посмотреть и заснять. Чего-то как-то перекусить захотелось. Ну что, перекусим? Давай. Очень удобно, что в машине можно погреть еду или приготовить. Еще и чай согреть. Ага. Ну что, перекусили, поехали дальше на Голубые озера. Мы все взяли. Термос взяли, чай взяли, кружки взяли. Мы все взяли. Вроде все взяли. Блин, мы же в первое путешествие были здесь. Это просто вообще, мы опять идем по этой дороге. Класс. Ситуевина такая, что доехали до села Аскат. Вот, хотели взять машину на заброску, чтобы нас довезли до Голубых озер. И там машина стоит аж 3000 рублей. Блин, ну для кого-то, наверное, это не деньги, для нас деньги. Вот, и решили идти пешком через лес. Тут мы уже ходили как-то, всего тут идти 5 километров, ничего страшного. Просто машина рассчитана, наверное, на человек 7-8, там стоят эти буханки, делика стоит. Конечно, такую цену заломили. Если с 7 человек, то нормально 3000 получается. С двоих не очень. Мы с Ирой в последнее время постоянно куда-то идем, настолько привыкли, что как-то даже удовольствие получаешь от ходьбы. Правда ведь? Да. Вот информация небольшая про Голубые озера, прям на дорожке. В принципе, идешь, дорога есть, никуда не плутает, ничего не заблудишься. Сюда доходишь, тут написано про них. Что к чему и куда и как. Вот такие дела. Мы пришли, смотрите, вон они озера. Произошло небольшое безобразие. Я не знаю, как это по-другому назвать. Мы сюда пришли погреться в баньке. После баньки окунуться в озерцо. А посмотрите, это что, баня, что ли? Мне кажется, в ней мы замерзнем. Как ты думаешь, мы в ней замерзнем? Я думаю, замерзнем. И что мы теперь, типа, зря шли, что ли, или что, я не пойму? Ну, конечно же, нет. Нам баня не нужна. Раз уж мы сюда добрались и увидели эти прекрасные озера, я считаю, что нужно закрывать купальный сезон именно здесь. Короче, пойдем и купаться.
Сейчас, судя по метеосводке, -3. Хорошо. О, купальный сезон и закрыт. Замри! Ну, в принципе, я как бы уже не в первый раз вот так вот захожу зимой в воду, там и на Крещение купался, и здесь я уже купался, поэтому для меня это не впервые, но все равно всегда каждый раз заходишь как в первый раз. В прошлый раз там вот банька стояла, в этой баньке, собственно, и грелся. В этот раз баньки не было, ну что поделаешь, пришлось без баньки нам искупаться. Мои впечатления от посещения этих озер. Мы, конечно, здесь были уже 2 раза, ну это получается 3-й раз. Мне всегда здесь нравилось находиться, я всегда каждый раз хотела искупаться, но что-то мне мешало. Но в этом году я настроилась, я готовилась очень долго морально, я решила искупаться. Классно, мне понравилось. Теперь я, наверное, буду еще купаться. Эти озера примечательны тем, что их нет летом. Они скрыты под водами Катуни, открываются они только осенью. Добраться до озер можно разными способами. Перейти по льду через Катунь, через село Аскат и дальше через лес пешком или на заброске. Ну а осенью можно взять лодку. Поедем мы в гостиницу. Уже темнеет. Я надеюсь, мы по лесу успеем пройти по светлу. То как-то в темноте не особо охота шарохаться. Но даже если будет темно, у нас фонарики есть, так что мы подготовлены. Ну, что вам сказать. Темнеет. Полпути только сделали. Еще полпути надо пройти. Получилось так, как мне не особо-то и хотелось. Мы идем в темноте в лесу. Ну ладно. На самом деле не знаю, для чего мы взяли фонарик, но, блин, он пригодился. Ну вот она наша красотка, вот она наша машинка. Ждала нас здесь. Погрелась. Сейчас будет внутри тепло, хорошо. Все, поехали мы в гостиницу. Заселились в номер Техаса. Дайте покажу, что здесь есть. А здесь есть у нас большая двуспальная кровать. Есть телевизор, стол рабочий. Работать, правда, мы на нем не будем. Что, все, работать? Санузел. Ну, все по минимуму, но все есть. Что еще надо? Стоимость данного номера включен завтрак. У номера также есть еще терраса. Она большая. Вот, но она, я так понимаю, что больше для летнего отдыха. Но и зимой можно выйти и посмотреть, что здесь есть. А посмотреть здесь есть на что. Здесь своя собственная территория у отеля. Имеется парк небольшой. И можно погулять. Ну и холодно там. Это было крутое путешествие, и чего мы только не видели, и где мы только не были. На Алтае мы были всего 4 дня, но по количеству событий и впечатлений ощущение, что мы были там месяц, не меньше. Я думаю, что нашим небольшим путешествием мы показали и доказали, что на Алтае есть что делать и есть что посмотреть. Хотя мы даже сотую часть Алтая не показали. Но я думаю, мы со временем заполним этот пробел. Алтай вас удивит, и обязательно езжайте за перевалы. Не сидите в одном месте.